Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о вещах, которые нужно принимать с осторожностью, потому что такие вещи, принимая их, вы тем самым принимаете беды, проблемы, несчастья, болезни в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и научитесь правильно использовать те или иные вещи в своей жизни, а также обращать внимание на знаки и подсказки, которые отправляет вам Вселенная. Давайте, друзья, далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Порой людям трудно верить в то, что они не видят, и в таком случае они считают, что раз это не попадается на глаза, значит тогда его и вовсе нет. Но, к сожалению, это так не работает. И такая категория людей на своем жизненном пути создает себе много проблем, неприятностей, притягивает различные беды и ненужные энергии, которые мешают двигаться этим людям вперед, лишают их шансов жить счастливой и разнообразной жизнью. На самом же деле это просто удобная жизненная позиция, ведь проще ничего не делать, ничего не изучать, а затем обвинить кого-то из своего окружения в том, что из-за данного человека жизнь такая неудачная, так как он сбил с истинного пути или же судьба несчастливая. А Вселенная и вовсе отвернулась, так как считает, что у нее более важные дела. Касаются они однозначно не того, кому не везет, и не до заботы о людях вообще. Но если бы люди порой осмысливали свою жизнь, обдумывали события, которые с ними происходят, прислушивались бы к знакам, они даже не допустили бы такие мысли, а знали бы, что все очень и очень неоднозначно. Ведь трудно поспорить с тем, что каждому человеку хоть раз в жизни снились вещие сны, что интуиция подсказывала, какой поступок стоит совершить, а какой нет, что происходило событие, которое подталкивало к каким-то действиям, в результате завершившимся успешно, или же наоборот, не прислушавшись и продолжив двигаться в выбранном направлении, человек совершает необдуманный поступок, которые приводят к неприятностям. Порой происходят события, которые помогают с легкостью справиться с проблемами, которые казались ранее нерешаемыми, или указывают на то, что и вовсе не стоит начинать ничего нового. Бывает и такое, что человек воплощает мысли, которые приходят в голову на каком-то определенном этапе, и с момента их воплощения его жизнь меняется в лучшую сторону. Появляется много денег, возникает финансовая стабильность, возможности, например, получается создать семью, родить малыша, устроиться на работу, открыть свое собственное дело, создать что-то абсолютно новое или же воплотить то, что казалось заветной и несбыточной мечтой совсем недавно. Все, что нас окружает, без исключения, это люди, животные, птицы, растения, предметы и вещи, обладают своей индивидуальной энергетикой. Так, например, нам хорошо и приятно находиться возле тех людей, которые имеют энергетику, подобной нашей. Хорошо находиться в тех местах, где наша энергетика с легкостью вплетается в энергетику данного места, помещения, а порой и мы подпитываемся от нее. Даже нам комфортно соприкасаться с предметами и вещами, которые напитаны только нашей энергетикой. Уютно находиться в вещах, к которым никто, кроме нас, не прикасался. Но для этого нужно соблюдать все правила, касаемые вещей и предметов, чтобы они не смешались с энергетикой других людей, этим самым не причинили нам вред. Порой люди думают, что для того, чтобы вещь напиталась энергетикой, с ней нужно много времени контактировать, часто ее носить, но все гораздо проще и из-за этого опаснее, так как для того, чтобы она подобрала ту или иную энергетику, к ней достаточно просто прикоснуться, померить. Поэтому обязательно, купив даже новую вещь, ее нужно энергетически очистить, чтобы не притянуть в свою жизнь то, что вам не нужно и что вы не хотите в ней видеть, а также вместе с ней не принести в свой дом нехорошие энергии, которые могут причинить порой непоправимый и неожиданный вред.
Нельзя брать ничьи вещи в носку. Даже если вы считаете человека, у которого берете вещь, своей близкой подругой или же, например, это ваш родственник. Такое правило не касается только тех людей, с кем вы живете в одном доме, так как в совокупности ваши энергии и образуют особую энергетику вашего жилья. Не стоит никому давать и свои вещи, чтобы вместе с ними у вас не отобрали ваши сильные положительные энергии, так как это может произойти даже без желания данного человека, а из-за того, что на подсознательном уровне он вам завидует, вашей жизни, или же из-за того, что у того, кто возьмет вашу вещь, слабое энергетическое поле, и он будет подпитываться энергиями более слабых людей. А вы по какой-то причине из-за воздействия факторов попадете в категорию людей со слабым биополем. Например, негативного влияния на вас со стороны недоброжелателя, ссоры с кем-то из коллег или просто со встречным человеком на улице, который на вас повлиял, и ваше биополе, соответственно, стало слабым. Не стоит также принимать никакие вещи от других людей, так как они могут нести негативные энергии, энергии пустоты и даже порой мертвые энергии. Любая из этих энергий, попав к вам в дом, ничего хорошего вам не принесет, а будет с легкостью разрушать его энергетику, перекрывая сильные энергетические каналы, что очень быстро начнет ощущаться каждым из членов семьи, живущих в данном доме. В нем станет неприятно находиться, будут мучить кошмары, бессонница, общая атмосфера будет тяжелой, из-за чего начнутся проблемы в семье, ссоры, скандалы, недопонимания, частые выяснения отношений. У всех, кто будет контактировать с данной вещью, постепенно начнет разрушаться энергетическое поле, возникать постоянные проблемы, с которыми не получится с легкостью справляться. С вещами, которые вам предлагают взять, забрать, нужно быть очень осторожными, так как часто люди отдают вещи, потому что они им не нужны. Например, купили вещь, надели один раз и почувствовали, что с ней вот что-то не то. Или же правильно энергетически не очистили после покупки. Возможно, вещь синтетическая. Человек приобрел ее по незнанию, что такой вид ткани притягивает негатив, и надевая ее, это очень сильно ощущается. Поэтому и срабатывает защитная реакция организма, и биополе данного человека на подсознательном уровне он решает от нее избавиться, отдать ее. Но так как она практически новая, и выбросить ее соответственно жалко, принимается самое оптимальное решение – отдать ее. Может быть и другая, более простая ситуация, когда просто не угадали размер, из-за чего она жмет, натирает, или же наоборот большая. Может быть, что куплена она была в плохом настроении, или в момент, когда она надевается, это моментально сказывается на настроении хозяина. Хорошее моментально портится, хочется плакать, а без того плохое еще больше ухудшается, и нервная система начинает давать сбой. Эта вещь становится для человека на всех уровнях, как на физическом, так и на энергетическом, неудобной. И чтобы уберечься, этот человек старается отдать это самое неудобство кому-то другому, вместе с вещью, вызывающей его. Когда такая вещь попадет к вам, она, как вы уже поняли, не принесет вам ничего хорошего. Вас только благодаря ей начнут сопровождать на каждом шагу сплошные неприятности, проблемы. Если еще тот, кто вам дает такую вещь, относится к вам не чистосердечно и выбрал вас специально, или же на подсознательном уровне целенаправленно с ее помощью хочет навредить и сделать вашу жизнь неприятной и проблемной, поэтому, чтобы уберечься, если у вас с кем-то не очень хорошие отношения, и вам этот человек ни с того ни с сего предлагает какую-то вещь, даже если она самая дорогая, вам ее очень хотелось бы иметь, откажитесь. Откажитесь. Это касается не только ношенной, несколько раз надетой, но и вовсе новой вещи. Такое решение вас от многого убережет. Лучше купить себе что-то свое, новое и никем не отданное. Выбрать, полагаясь на внутреннее чувство. Пусть оно будет дешевле, но вы не только ни от кого не будете зависеть, но и сохраните свои сильные энергии при себе в целостности. Но если вдруг вы решили по какой-то причине принять такую вещь, то ни в коем случае не от недоброжелателя, так как кроме отказа от нее, если не хотите самостоятельно сломать свою жизнь, в данном случае вариантов нет. Как только от нее вы откажетесь, в другом же случае нужно обязательно тщательно энергетически очистить ее, чтобы вам не пришлось пожалеть о последствиях принятого решения.
Для очищения данной вещи вам понадобится 3 веточки полыни, эфирное масло апельсина. Если у вас такого нет, тогда используйте сок самого апельсина. Далее намажьте первым делом утром эфирным маслом апельсина или соком приготовленные веточки полыни. Делайте это тщательно, старайтесь не пропускать ни кусочка, после чего разместите их на подоконнике на 7 часов. Когда пройдет время, подожгите их и окурите данную вещь, проговаривая такие слова: «Ты вещь для своего владельца была неудобна, а я тебя с удовольствием в свою жизнь принимаю и от всех энергий прошлых очищаю». Как только вы закончите, остатки веточек выбросите сразу же, а вещь выстирайте. Если стирать ее нельзя, значит нужно вывесить ее на свежий воздух на сутки, чтобы она притянула хорошие энергии. Когда очистите ее, сразу наденьте на 7 минут. Обернитесь 7 раз в ней по часовой стрелке, при этом на каждый раз обязательно скажите такие слова: «Ты вещь теперь моя, как только буду надевать тебя, позитивные моменты будут окружать меня». Так она напитается нужными и вашими энергиями. С этого момента она не принесет вам вред, а наоборот, ее носка скажется положительно на вашей жизни, будет вас радовать и притягивать, соответственно, приятные моменты. Есть вещи с мертвой энергией. Это те, которые остались после человека, которого нет в живых. От такой вещи будет веять холодом. Она опасна, так как разрушит приноски биополя и наполнит жизнь того, кто ее примет, кошмарами. Эта вещь будет отбирать жизненные силы. В категорию мертвых вещей попадают и вещи, которые отслужили свой срок. Например, обувь, одежда, которая вышла из моды, вещи, которые имеют какие-то повреждения, потертости. Их как ни украшай каким-либо декором, не перешивай, они не станут этого лучше и не будут иметь другую энергетику. Такие вещи можно сравнить с батарейками, которые больше не излучают энергию. Они пусты и только окисляются от времени. Так и эти вещи будут перекрывать жизненные потоки к вам. Эти вещи порой столько времени перекладывают с места на место, излучая при этом нехорошие мысли, что даже не понимают, что после этого их опасно даже в руки брать, не то что кому-то еще предлагать, и единственный их путь в огонь, чтобы они никому не смогли причинить никакой вред. Бывает и такое, что человек дает вам вещь, которая с ним связана, для того, чтобы быть к вам ближе на энергетическом уровне, установить неразрывный контакт. Это может быть подарок от противоположного пола, человека, который вам очень сильно симпатизирует, или же это может быть вещь, которую надевает человек, становясь ближе к своим родителям и наоборот. Ведь бывает такое, что физически не получается находиться возле данного человека, ведь он живет в другом городе, а на энергетическом уровне через вещь получается такая возможность. Такую вещь не стоит очищать. Если вы испытываете к тому, что кто вам ее дал, такие же теплые чувства, если же нет, не стоит брать, так как она негативно скажется на том, что кто вам ее дает. Будет разрушать этого человека изнутри. Хорошо такие вещи надевать в моменты грусти. Когда хочется обнять данного человека, надев, нужно проговаривать такие слова: «Вещь надеваю, ее владельца обнимаю». Если же хотите обнять того, кто вам ее подарил, например, мужчину, с которым пока у вас нет отношений, но вы желаете, чтобы они наладились, стоит проговорить следующие слова: «Вещь мою энергию с тем, кто тебя подарил, на энергетическом уровне соедини, отношения красивые возведи, чтобы любовь была, счастье привлекала и радостью окружала». Так у вас в скором будущем начнутся отношения, которые закончатся так, как вы сами того пожелаете. Если же вы с кем-то разговариваете, и данный человек говорит, что перебрал свой гардероб, у него есть вещи, от которых он хочет избавиться, так как они занимают место в его жизни, а он желает притянуть что-то новое, вы решаете такие вещи попросить себе. В этом нет ничего плохого, так как он не совершает подлость, не приносит вам их под каким-то предлогом, а вы хотите их принять. Но когда вы будете брать такие вещи, не вздумайте говорить следующие слова: «Отдай мне их, пожалуйста, и я их доношу». Так как все плохое, что есть в судьбе этого человека, или то, что его, возможно, ожидает, вы тем самым призываете в свою жизнь. Ведь слово «доношу» означает «дальше твою ношу понесу я».
Вам нужно говорить: если ты не против, я куплю твои вещи, или дай мне эти вещи, а я тебя отблагодарю. Вы можете дать символическую купюру, шоколадку, но сделать тому, кого вы их берете, приятно. Таким образом, человек отдаст вам их с радостью, и вы сможете очистить для чего-то хорошего свою жизнь, и вы примете вещи со светлыми энергиями. Такие вещи нужно окурить веточками ромашки или липы, проговаривать такие слова: все хорошие энергии на этих вещах приумножаю, а если где-то негатив затерялся, его убираю. Мне служите, счастье в жизнь привлеките. Таким образом, надевая эти вещи, хорошие энергии будут поступать в вашу жизнь, наполняя ее разнообразием, а также вызывая у вас улыбку. Если вы приняли решение у кого-то что-то взять, хорошо обдумайте, так ли вам необходима эта вещь. Если вы в чем-то сомневаетесь, прислушайтесь к внутреннему чувству, не переступайте через него. Взяв какую-то вещь в руки, закрывайте на мгновение глаза. Ощутив холод, сразу возвращайте ее, так как она ничего хорошего в себе не несет, кроме зла, пустоты и негатива. А тот, кто вам ее принес, делает это не от чистых и добрых чувств. Сами также не отдавайте людям вещи, которые не взяли бы сами. Сжигайте без сожаления. Не стоит забывать, что все плохое рано или поздно возвращается. Сделав зло, стоит ждать его обратно. Но если вы хотите сделать добро и кому-то помочь, то либо возьмите за вещи монету любого номинала, либо очистите их с помощью соли от своих энергий, даже если не считаете их для кого-то опасными. Не привязывайтесь к вещам, отпускайте их с легкостью. Вещи служат нам, а не мы им. Отпускайте старое и ожидайте новое. Отдавайте с чистым сердцем. Если берете, думайте у кого, это просто, но убережет вас от многого. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.